Приветствую! Мотоциклы Ява и ЧЗ не стали единственными в Советском Союзе, поставляемыми из дружественных ему стран. Кроме Чехословакии, еще несколько десятилетий назад, в 50-х годах, был завезен мотоцикл ИФА БК-350 другой дружественной страны – ГДР. Но в Советском Союзе о нем почему-то мало кто знал, хотя он был вполне неплохим мотоциклом, и у которого была одна интересная особенность – это его двигатель, который применялся в самолетах Люфтваффе. Что это за модель мотоцикла и в чем ее особенность, вы узнаете из этого ролика. Этот мотоцикл собирался с 1952 по 1958 год мотоциклетным заводом в городе Чапау, и который входил в Ассоциацию автомобильной промышленности, сокращенно ИФА, которая стала преемницей немецкой машиностроительной компании ДКВ. Также этот мотоцикл выпускался, но уже по лицензии на других заводах ГДР. И он обладал силовым агрегатом, который не мог похвастаться другой подобный мотоцикл. На нем был установлен двухтактный двухцилиндровый 350-кубовый оппозитный двигатель, который разработали еще в годы Второй мировой, и который первоначально был предназначен для военных самолетов в качестве пускового двигателя. Но так как после войны он стал не нужен, то немецкие инженеры решили применить его, но уже в качестве силового агрегата мотоцикла. Двигатель обладал мощностью 26 лошадиных сил и мог разогнать данный мотоцикл до 120 км в час. В паре с ним работала трехступенчатая коробка передач. Крутящий момент через кардан передавался на заднее колесо, которое имело прямолинейную подвеску с ходом 50 мм. Переднее колесо имело телескопическую вилку с регулировкой при помощи винта звездочки на верхней зажимной головке. ИФА БК-350 имел 6-вольтное электрооборудование. Также мотоцикл имел на своей сварной двухпетлевой трубчатой раме 3 точки для крепления коляски Штое завода Штойер-Форцог-Бау в Лейпциге и могла крепиться как с правой, так и с левой стороны. Представленный в 1952 году на Лейпцигской осенней ярмарке мотоцикл стал особенно популярным в ГДР после 6-дневной международной гонки, проходившей в чехословацком городе Готвальдов. Всего за 6 лет в ГДР было произведено 41 тысяча мотоциклов, из которых 6 тысяч было предназначено для экспорта, в том числе и в Советский Союз. Но в Союзе он не смог завоевать той народной любви, что в ГДР. И все из-за его крайне капризного двигателя, который требовал качественных горюче-смазочных материалов и тонкой настройки подачи топлива карбюратором, так как имел только один, а не как было заложено первоначально 2 на каждый цилиндр. И поэтому в истории мотоиндустрии Союза остался почти незамеченным. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!